Слушайте, сегодня прямо уже весна чувствуется. Солнце, мороз отступил и даже узора нету на стеклах. Тепло. Я уже в одном из своих роликов последних рассказывал, что у нас обещают чуть ли не плюс 14 уже на будущей неделе. Но пока не верится. Вы представляете, вот сегодня снег, а потом бах и плюс 14. И вышел я сегодня к себе на участок посмотреть. И знаете, что я увидел? Огородного ледовика. Сейчас я вам покажу, что такое огородный ледовик. Зима пока еще, солнышко, ветра нет, мороза нет. Вот я вышел на огород, и вот оно, вот такое чудо чудное. Ледовик. Я думаю, что он простоит, даже когда уже тюльпаны зацветут. Охранять будет наш участок. Вот такой вот ледовик. В тюбетейке. Хорошего дня вам. Доброе утро всем. Или уже добрый день, смотря кто в какой части России или мира находится. А у нас наступил новый день. И как вы видите, у меня за спиной доски. Исчезл снег. Нету снега на этих досках. Это говорит только о том, что у нас опять весна. Сейчас на улице плюс 5 градусов. Идет массовое таяние снегов. И как вы видите, участок уже по-другому выглядит. И сейчас я вам покажу, что стало с тем самым ледовиком на моем участке. Все, нету больше ледовика. Тюбетейка растаяла. И вот где я собирал снег, вылезла клубничка. Нету больше ледовика. Все тает. И куча веток из-под снега вылезла, и травишки. И ветер у нас сегодня тут. И вон и чесночок из-под снега вылез. И на крыше снега уже почти не осталось. А мне нужно сейчас собрать воду. Как раз бесплатная вода пойдет для того, чтобы я пролил немножечко грунт в доме, где я сделал засыпку. Если есть в кране бесплатная вода, то почему бы ее не использовать? Тем более чистая дождевая вода. Для того, чтобы грунт был более плотный, все-таки я здесь рыхлил, подсыпал. Плотность всюду не одинаковая. Сейчас прольем водичкой, и грунт будет плотнее. И это будет хорошо. Ну и пыли будет меньше. Ну вот, осветил водичкой. Пойдем за водичкой, пока есть. Ну я решил, раз вода есть бесплатная, пролью-ка я еще разочек в комнате, где я уже даже гравием просыпал. Все-таки чем плотнее грунт, тем меньше вероятность, что он просядет. Ну вот так.
Для работы понадобилась трамбовка, для того, чтобы просто уплотнить грунт. Находясь в режиме экономии, ездить в Крымск, брать на прокат инструмент и потом опять ехать, возвращать, сдавать его, это немножечко накладно. Я решил сделать из подходящего подручного материала себе вот такую трамбовку. У меня одна из балок оказалась довольно прочная, она из акации, очень тяжелое дерево, плотное. Я подумал, что я могу его использовать за основу для такой вот толокушки трамбовки, так называемой. В общем-то, чем я сейчас и займусь делать, я буду делать трамбовку. Замерим расстояние, сколько мне надо, здесь чуть-чуть изгиб, сейчас мы его отрежем здесь по длине, добавим ручку, здесь добавим площадочку, чтобы пошире было, и получится нормальная трамбовка. Почему бы и нет, можно и так сделать. Тем более, что мне много чего придется трамбовать полы. Ладно, меньше слов, больше дела, поехали. Очень даже хорошо получилось. И дерево не прогрызано червячками. Это нам понадобится. Так, ну и теперь... Но если я буду, чтобы не нагибаться мне лишний раз и выше, так будет удобнее. Раз, здесь ручка, значит где-то, ну вот так, наверное, да? Так, пум-пум-пум. Так, здесь у нас что? Здесь у нас гвозди, да, гвозди попасть. Так, еще раз. Так, добавится. Так, как так. Ну что, отлично. Раз, два, три. Раз, два, три. Толокушечка, ручечка и вот так пойдем. Отлично. Ну, первая часть сделана. Пойдем-ка посмотрим, что у меня там в закромах родины. Так. Дровишки. Должны быть брусочки у меня. Когда крышу делал, вот 40-ка, досточка должна быть. По-моему, даже вот это мне подойдет. Или вот эту взять, или возьмем поменьше вот эту. Так, и эту можно. О, отлично, нашел то, что надо. Вот так вот. А может еще третий вариант посмотреть? А нет, нормально. Вот этого хватит. Отлично, идем. Вот так, хорошо. Хорошие детальки. Помню, что летом где-то у меня хорошая палочка дубовая лежала. Фактически готовая ручка. Во, удобно будет. Дуб есть дуб. Тоже деталька. Отлично. Ну что, переходим ко второй части марлезонского балета. Все-таки маленькая площадка будет эффективней, чем большая. Поэтому будем использовать эту. Эта часть тяжелее, чем там. Все-таки немножко конусом идет наверх. Ну и центр тяжести должен быть ниже, значит, к этой части. Ну и досточка. Ставим ее посередине. Два гвоздика справа, слева расстояние должно быть одинаково. Значит, чуть-чуть сюда. Вот. И здесь. Вот, все по центру. Нормально, нормально, нормально. Ну и что? Теперь прибиваем. Не знаю, как пойдет в акацию гвоздик. Гвоздик с соточкой. Ну, конечно, по елке хорошо идет.
А что, в торец хорошо пошла. Если кто не знает, то самая слабая у дерева та часть, когда вбиваешь по радиальным кольцам. Вот радиальные, то есть поперечные или тангенциальные направления, это более плотно. А вот так, когда срез и по срезу, так называемый радиальный, да, ну, самое слабое дерево, самое слабое место у любого сорта дерева. Опять же таки, это из прошлой работы. Хорошо. Я не думал, что так просто будет прибивать все это. А, сглазил. Ёбаный бабай. Ладно, исправим. Да что ж такое? Сучок. Попал, а? Здесь хорошо, плохо, а здесь хорошо. Насколько мы влезли? Смотри, да. Ну, чуть-чуть, слушай. В принципе, никуда не денутся эти кустики. Интересно, с этой стороны хорошо, с этой стороны плохо. Опа! Ну что, топ-нога готова уже. Даже по звуку слышно. Все серьезно будет. Так, вторая часть готова. Переходим к третьей части. Ну вот мы плавно перешли к третьей части изготовления толокушки на пушке. Для этого нам понадобится пила, ручечка, сверло, шуруповерт, ну и, естественно, сами сверла. Детальку, которую я нашел, это дубовая такая палочка. Она использовалась в мебельном шкафу для крепления, для того, чтобы вешали на нее тяжелые вещи. Она стояла летом. И я увидел такую вещь, что в ней появились дырочки, через которые в деревяшку влезли короеды. Те самые короеды, которые сгрызли у меня в доме пол. И мы их немножечко подрежем. Так, а в эту часть палочки они не пролезли. И это меня радует. Отлично, хорошо. Так, это у нас есть. Еще раз, наверное, сделаем такой же самой ширины, как это. Вот действительно говорят, что в селе любая деталь может понадобиться. Ты не знаешь когда, но она понадобится. Вот мне жалко было выбросить такую хорошую палочку дубовую, и вот ее время наступило. А это я тоже выбрасывать не буду. Это фактически заготовка для молотка. Это маленькая заготовка. Так, хорошо. Опа. Раз, два, три. Раз, два, три. И что, у нас почти уже все получается. Осталось только закрепить. Так, нам понадобится сверло. Почему сверло? Практика показывает, или народная мудрость, если у вас тонкая деревянная поверхность, и вы будете вбивать толстый гвоздь, у вас может произойти несчастье. В каком плане? Она может треснуть. А мне жалко такую ручку, и она треснет. Поэтому я просверлю у ручки дырочки. Ну и продолжаем.
Значит, берем шуруповерт, сверло небольшое, там 2,5-3, и в ручечке аккуратненько сверлим дырочки. Самое главное при сверлении не делать наклонов влево-вправо, для того, чтобы не сломать сверло. А вот в акацию сверлится весьма-весьма тяжело. Если в самой ручке дубовой еще терпимо, то в акацию тяжело. На насадочку для закручивания шурупов с крестиком. Два шурупчика по дереву. Ну, можно сказать, что все готово. Переходим к испытаниям, ходовым испытаниям. Ну что, домашнего производства топ-нога готова. И теперь нам остается провести ходовые испытания, а точнее говоря, утрамбовать грунт в этой комнате. Ну что, поехали шлепать ногой? Но вот появились первые результаты. Если по гравию все нормально, когда выйдешь на торф, где земля, вот торф, там, конечно, налипание происходит. Но это, конечно, плохо. Значит, мы пока будем по камушкам проходить. Люди ходят в спортзал, чтобы там мышцу себе качать. Я знаю, где можно сэкономить на спортзале. Берешь инструмент и начинаешь утрамбовывать полы. Вот так. Ну вот после обеденного перерыва, благодаря Аллочке, я решил немножечко шлеп-ногу усовершенствовать. Почему? Ну, скажем так, после ходовых испытаний в данной конструкции обнаружился один дефект. Какого плана дефект? Так как у меня основа была из бруска сороковки деревянной, лиственницы там или сосна, или елка, ну, хвойные деревья. Так вот, в процессе работы, когда начинаешь трамбовать землю, здесь происходит налипание грунта вместе с гравием, потому что он мокрый. И к дереву все это очень хорошо липнет. И в итоге не совсем ровная поверхность получается. Приходилось останавливаться, брать мотыгу и отшкрябывать то, что налипало. Это немножко тормозило работу. И вот я подумал, как бы мне эту конструкцию улучшить. И я придумал. У меня остался кровельный материал. Я взял лист жести, выгнул его, выпрямил. К сожалению, у меня не оказалось ножниц по металлу. Надеюсь, Аллочка ругать не будет. Пришлось взять обычные ножницы, которыми мы фактически не пользуемся. Я этими ножницами вырезал себе шаблон вот под основание. Глянцевой поверхностью наружу, матовой внутрь. И в итоге это такой как чехол пойдет под эту ногу. Я ее скреплю гвоздиками. Фактически я уже все подготовил. Осталось сделать последних пару ударов.
Как говорят, спасибо учителю труда в советской школе, где я учился. Скажем так, на уроках труда я не сочковал, и руки помнят, и я сделал из жести вот такой вот кожух. Все очень просто, без заморочек. Красота здесь не главное. Как в одном фильме было сказано, главное прочность. И прочность у нас получилась. Все, у нас теперь поверхность закрыта металлической жестью, да еще и глянцевая поверхность. Сейчас мы это все закрепим гвоздиками, и все у нас получится. И будем работать дальше. И липнуть ни песок, ни земля, ничего уже не будет. Во всяком случае, это будет уже проблематично. Все, продолжаем. Последние гвоздики. Ну что, шлеп нога. Теперь другая. В обуви. Ну что, надо испытать, насколько это успешная моя рацуха. Все, пошли на испытания. Вот здесь было самое проблемное место в доме. Здесь не было гравия. Здесь был исключительно грунт, земля, чернозем. Я проливал водичкой, и все здесь стало налипать. Но здесь тоже надо утрамбовать. И когда я трамбовал, все налипало вот к этой шлеп ноги. Посмотрим, как сейчас изменится после того, как я набил жесть. Ну, посмотрим. Свершилось. Можно раз предложение делать. Жесть нужно обязательно для того, чтобы не налипала мокрая земля и не было этих комков. Так что все я сделал правильно. Ну что, почти идеально. Ну что, даже вижу, что где у меня был выставлен уровень, нужно подсыпать. После трамбовки земля просела. Ну, в общем, ну что я могу вам сказать? Вещь очень хорошая. В личном хозяйстве, если вы строитесь, она, конечно, вам понадобится обязательно. И вот в таком варианте, как я ее сделал, это поможет вам сэкономить пару тысяч рублей. Вроде бы деньги небольшие, но лишних денег, как говорят, не бывает. Тем более в хозяйстве мне еще довольно много что строить придется. И мне уже не надо думать, где мне ее достать, эту виброплиту, привезти, увезти, где найти деньги, чтобы ее оплатить. У меня всегда под рукой будет собственно наручно сделанная такая шлеп-нога, трамбовка для грунта. Ну, сегодня уже все. На этом мы заканчиваем репортаж. Я, конечно, не успел все, что запланировано было. Мне еще нужно в той комнате потрамбовать землю. Вот, и меня ждет подарок от Николая. Я получил бетономешалку. Все, ребята, как я говорю, подписывайтесь, дергайте за колокольчик, стучите в бубен или по бубну. Тут разные варианты уже пошли у моих подписчиков. Вот, это с вами был я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока!